Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 15 марта. Поехали! В Чили продолжаются масштабные лесные пожары. Мало того, они сильно распространились. Вблизи коммун Валки, Ла-Флорида и Умбель был объявлен красный уровень опасности из-за возникших в регионе лесных пожаров. Тысячи людей вынуждены были эвакуироваться из своих домов, которые находятся вблизи крупных очагов возгорания. Власти заявили, что по меньшей мере 10 домов были охвачены пожарами, охватившими лесную зону возле города Квилпу. О погибших или раненых пока не сообщалось. Масштабными пожарами уже уничтожено около 100 тысяч гектаров леса, и огонь продолжает быстро распространяться. В тушении масштабных пожаров принимают участие более 1000 сотрудников пожарных служб, спасателей, волонтеров, а также 10 самолетов. Но этого количества людей и техники не хватает, чтобы локализовать огонь. Крупные очаги возгорания локализованы на 30 или 40%, а некоторые лишь на 5%. Во второй половине дня сильный ветер с дождем обрушились на Венесуэлу. Ураганный ветер затронул несколько городов на юге Валле-де-Абура. Наиболее всего досталось муниципалитету Сабанетта. Многие жители зафиксировали этот шторм на свои мобильные и поделились в социальных сетях. На этих кадрах видна сила ветра, с которой он сорвал крыши с некоторых домов. По информации местных СМИ, его порывы достигали 35 метров в секунду. Ветер такой силы, несомненно, оставил разрушение инфраструктуры в виде сорванных крыш с домов, поваленных деревьев, и часть районов остались без электроэнергии. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Ветер буйствовал около 2 часов, а затем постепенно стих. Коммунальщики уже приступили к восстановительным работам. Сообщалось, что в результате отключения электричества более 20 человек застряли в лифтах своих зданий. Ливень, который сопровождал сильный ветер, стал причиной локальных наводнений. Летнее тепло уже преобладает в Японии. 14 марта был установлен рекорд температуры в городе Миядзаки. Температура поднялась до отметки в плюс 28,4 градусов по Цельсию. А в прошлом году в этом же месяце в Японии произошел самый ранний пик цветения сакуры на месяц раньше обычного срока. Мощная песчаная буря обрушилась во вторник на северо-восток Марокко. В центре внимания оказался город Ужда, столица восточного региона с населением около 558 тысяч человек. Оранжевая мгла накрыла улицы и дома, видимость упала до 100 метров. Власти предупреждают местных жителей по возможности воздержаться от пребывания на улицах, а также воздержаться от передвижения на личном автотранспорте во избежание попадания в непредвиденные ситуации. Местные жители делятся в сети фото и видео, как зловещее оранжевое облако накрыло жилые районы. Песчаные бури – это распространенное метеоопасное явление в засушливых регионах. Обычно они образуются под воздействием гроз, которые сопровождаются увеличением скорости ветра на большей площади. Сильные ветры поднимают большое количество песка и пыли с обнаженных сухих почв в атмосферу и переносят их на сотни и тысячи километров. Сильный дождь, который обрушился на штат Сан-Паулу в Бразилии со вчерашнего дня, стал причиной локальных наводнений. Сильно пострадал город Бауру. Там с ночи были зарегистрированы наводнения с уровнем паводка, составляющим 60 сантиметров. Многие улицы были затоплены, а потоками воды сносило автомобили. Синоптики не дают утешительных прогнозов и говорят о том, что дождливая погода сохранится в городе еще не меньше 2 дней. За сутки выпало 120 мм осадков, а это составляет 70% нормы за весь март. По данным местных властей, 9 человек получили ранения, а 4 человека пропали без вести. Около 200 семей остались без крова над головой. В результате буйства стихии затоплены дома, магазины и предприятия. На многих улицах и дорогах заблокировано движение транспорта. Из-за наводнения подтопило местный аэропорт, поэтому все рейсы были отменены. На дорогах образовались автомобильные пробки общей протяженностью 160 километров. Аналогичная ситуация сложилась и в городе Артур-Алвиме, в том же штате Сан-Паулу. Наводнение оставило автомобили под водой. Несколько улиц были затоплены, а магазины вынуждены были закрыться. Жители района сообщили, что наводнения были вызваны отсутствием дренажа на улицах, которые были забиты после урагана, который обрушился в этот район в субботу.
Центр управления чрезвычайными ситуациями в городе выпустил желтое погодное предупреждение о наводнении. Пожарные получили 32 вызова о падении деревьев и 22 о наводнении. Мало того, поступали сообщения о сходе нескольких оползней, в которых пострадало 2 человека. В результате стихийных бедствий некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может вырасти. Каждый год сильные дожди, которые обрушиваются на штаты Бразилии, оставляют огромный урон, а также забирают жизни десятков людей. Обильный снегопад, который начал идти еще в выходные, обрушился на некоторые районы Греции, вызвав перебои в работе и дорожный хаос. В северной и центральных частях Греции выпал многочасовой снег, в том числе на островах Скиатос, Скопелос и Скирос, а также в горных районах Крита. На севере страны температура воздуха за ночь упала до минус 15 градусов по Цельсию, а это самые низкие мартовские температуры за последние 10 лет. В некоторых районах материковой Греции автомобилистам было приказано передвигаться с цепями противоскольжения, чтобы не попасть в сложные ситуации на дорогах. Железные дороги также приостановили движение между Афинами и северными регионами страны на 24 часа. Греческое метеоуправление ожидает, что погода постепенно улучшится со второй половины недели. Сегодня ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя в Центральной Македонии, Восточной Фессалии, на востоке Центральной Греции и Пелопоннеса, а также на западе Крита. Ближе к вечеру явления непогоды ослабнут. Сильный ветер, который преобладал в некоторых районах на юге Испании, спровоцировал песчаную бурю в Аликанте. Причина столь впечатляющего природного явления – шторм Селия, который надул пыли из Сахары, принеся ее на Пиренеи. Такие пейзажи очень похожи на марсианские. В оранжевой дымке тонут пальмы, дома и холмы. В некоторых районах видимость упала до десятков метров. Многие местные жители опубликовали кадры пылевой бури, накрывшей регион. Из-за пыли качество воздуха в Аликанте довольно серьезно ухудшилось. Концентрация пыли уже превышает пороговые значения Всемирной организации здравоохранения. Неудивительно, что медики советуют жителям сократить пребывание на улице. Как долго пыльная оранжевая атмосфера будет царить в Аликанте, достоверно синоптики ответить не могут. По их прогнозам, буря Селия осложнит ситуацию по меньшей мере на пару дней, и пыль осядет лишь к среде или четвергу. Канарские острова накрыл шторм Селия. Мощные порывы ветра, которые обрушились на Испанские острова, разоряли городские улицы, наводя ужас на жителей архипелага. Сильнее всего от стихии пострадал остров Тенерифе. На местных пляжах сильнейшие порывы ветра, а в некоторых местах достигающие 28 метров в секунду. По рассказам местных жителей, ветер был настолько сильным, что разбивал стекла и крушил не только местные кафе, но и прогулочные пассажирские лодки. Экстремальные погодные условия вынудили администрацию закрыть школы и другие учебные заведения. После обеда в некоторых районах была отмечена пылевая буря, которая продлилась несколько часов. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода не улучшится. Поэтому следующие несколько дней на островах продолжит действовать оранжевый и желтый уровни погодной опасности. Власти призывают жителей соблюдать осторожность, так как будет преобладать сильный ветер и большие волны, а также проливные дожди и даже возможен снег. В ночь на вторник началось извержение вулкана Безымянный. Он выбросил пепел на высоту 5 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф на высоте 5000 метров над уровнем моря протянулся на 60 километров от вулкана. В течение следующих нескольких дней возможно взрывное извержение вулкана с выбросом пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря. Местные власти объявили для Безымянного один из наиболее угрожающих – оранжевый цветовой код опасности для авиации. Безымянный – один из самых активных вулканов мира, который находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного 2882 метра. Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло 21 октября 2020 года. Сильный ветер не обошел стороной и Индонезию. Порывы ветра 28 метров в секунду были отмечены в Депок, один из городов-миллионеров провинции Западная Ява.
По последней информации, в результате буйства стихии были повалены более 30 деревьев и разрушены несколько зданий. Часть дорог местного значения оказались заблокированы для движения транспорта. От буйства стихии погиб 1 человек. Из-за сильного ветра упали десятки рекламных щитов, дорожных знаков и потолков в торговых центрах. Агентство климатологии и геофизики Индонезии заявило, что оно предупредило местных жителей о возможных проливных дождях, сильных ветрах и молнии в районах днем и ночью, а также завтра 16 марта. Власти убедительно попросили местных жителей не парковать свои авто возле деревьев и рекламных конструкций, а также сократить свое пребывание на улице на время буйства стихии. За последние сутки на Земле произошло 132 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Озеро Тысячи островов, Китай. Озеро Тысячи островов расположено в китайской провинции Чжэцзян, приблизительно в 150 километрах от города Хуанчжоу. Это наполненный чистейшей водой водоем, усеянный тысячами разнообразных островов, а также интересен его и подводный мир. Озеро Цяньдаоху – это искусственное озеро. Оно появилось в 1959 году после строительства гидроэлектростанции на реке Синьань. После того, как была построена дамба, образовалось водохранилище площадью 573 квадратных километра, сформировав таким образом необычный пейзаж, где на воде очутилось множество больших и маленьких островов разнообразных форм. Вода в озере настолько чистая, что даже в самых глубоких местах можно разглядеть дно. При этом 80% островной территории покрыто лесами, представляющими собой самый большой по площади лесопарк Китая, где обитает 90 видов птиц, около 60 видов диких животных. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.